проекта «Дельфин» по классификации НАТО Дельта-4 в количестве 7 единиц останутся долго в строю, неся 16 ракет. Атомная крейсерская подводная лодка проекта 971 «Барс». Эти лодки строились с середины 60-х годов 20 века в серии лодок-убийц для охоты за кораблями противника. Вооружение, торпеды и крылатые ракеты «Аметист». «Стенд» была отличным кораблем в составе Северного флота в 1969-90 годах, а с 1991 по 1999 год находилась в составе соединения подводных лодок Балтийского флота. Своим ходом она пришла из Кронштадта в Калининград. Подводная лодка, носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутренние помещения. Существует проблема собственной скрытности и повышения дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группы аккумуляторных батарей. Каюта командира корабля. Каюты офицеров. Офицерская кают-компания. Стол кают-компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, санинструктором мог проводить операции. Второй отсек – носовой, аккумуляторный и жилой. Первая и вторая группа аккумуляторных батарей. Водное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля. Она же является переходным звеном между прочным корпусом и ходовым мостиком. Для перехода из центрального поста на мостик рубка снабжена герметичными верхним и нижним рубочными люками. В отсеке представлен список командиров лодки. Это центральный пост управления. В нем расположены главный командный пункт штурманской боевой части, рубка радиометристов, боевой пост управления вертикальным рулем. Каюта командира БЧ-5. Кают-компания старшин, третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Для превращения подводного судна в боевой корабль понадобились два раздельных двигателя. Дизели для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. Кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов, рубка особого назначения, секретная часть, камбус. Каюта командира БЧ-5. Кают-компания старшин, третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Четвертый – кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов. В пятый отсек ведет дверь. Четвертый – кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов, рубка особого назначения, секретная часть, в котором расположены пост управления дизелями. Два бортовых дизеля надводного хода 2D-42М, средний дизель надводного хода 2D-42М. В зависимости от давления и нагрузки колеблется от 5 часов до 10 минут. Выход из подводной лодки осуществляется через аварийный люк. Гофрированный тубус опускается на 1 метр. Отсек заполняется водой через кингстон. Выравнивается давление с забортной водой. Необходимо поднырнуть под тубус.